Необычный квест пришлось пройти вчера компании молодых людей из Минска. Только вот безудержным веселье это вряд ли можно назвать. На улице Менделеева, 7 задержали 12 человек, которые поздравляли свою подругу Женю с днем рождения. Люди были одеты в медицинские комбинезоны и держали плакаты. Когда именинница вышла, ребята начали кричать поздравления. Это так сильно напугало силовиков, что уже через несколько минут именинница, ее друзья, торт и шампанское были упакованы в бусы и отправлены в местный РУВД. Там у них переписали данные, провели опрос и сказали снимать шнурки и украшения. Удивительно, но через 1,5 часа молодых людей все же отпустили. Но это лишний раз доказывает, что в нашей стране, чтобы оказаться на сутках, даже не обязательно выступать против нелегитимного или выходить на протестные акции. Достаточно просто отмечать день рождения или, к примеру, пойти в баню, как это случилось в субботу в Жодино. Компания из 20 человек собралась отдохнуть в частной бане, но вскоре все они были задержаны за якобы несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики. 4 из задержанных в знак протеста объявили голодовку. На всех их составили протоколы по народной статье 24-23. И теперь всем им грозит штраф до 100 базовых величин, до 30 суток ареста или общественные работы. Режимное телевидение Белтелерадиокомпания подозревается в причастности к пыткам против белорусов. Об этом стало известно из ответа Европейского вещательного союза на письмо руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушка. Ранее он обратился в организацию с просьбой изучить материалы, свидетельствующие о причастности БТ к пыткам. Ярким примером постыдного телевизионного жанра, где человек со следами побоев на фоне красно-зеленого флага кается в том, что посмел выступить против режима Лукашенко, является видео с политзаключенным Николаем Дедком. В Европейском вещательном союзе изучили предоставленное видео и потребовали от Геббельс ТВ ответа. Более того, организация продолжит собирать сведения о ситуации в Беларуси через ОБСЕ, Совет Европы, а также через Европейские и международные федерации журналистов. Европейский вещательный союз заявил, что ситуация в Беларуси должна освещаться объективно, а журналисты не должны опасаться причинения вреда или тюремного заключения за то, что занимались своей профессиональной работой. В белорусских школах зарабатывать на родителях умеют и широко это практикуют. И если раньше учителя просили сдавать деньги на мыло или туалетную бумагу, то 8-я гимназия в Витебске шагнула дальше. Классная руководительница одного из старших классов обязала родителей оплатить своим детям билеты на концерт учеников этой же гимназии. Кроме того, мероприятие проходило вместо уроков. Родителям это очень не понравилось, и они решили обратиться в вышестоящие органы. Но вместо ответов получили еще больше вопросов. Им заявили, мол, платные услуги в учреждениях образования – это нормально, и если такие мероприятия проводятся во время учебных занятий, должен быть организован перенос уроков на другое время. Более того, родители имеют право решать, посещать детям платные мероприятия или нет. Но в стране, где иногда не до законов, некоторые учителя творят, что хотят. Чиновники придумали новый план борьбы с тунеядцами. С 1 мая с тех, кто находится в базе тунеядцев и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление. При этом непонятно, каким образом они рассчитывают экономически обоснованные тарифы, но платить за коммуналку теперь придется в разы больше. К примеру, если у безработного есть квартира в Минске размером 50 квадратных метров и прописан в ней только один человек, то в месяц придется заплатить почти на 88 рублей больше, чем это было ранее. Если же в этом жилье есть другие зарегистрированные, и они не включены в базу незанятого в экономике населения, то иждивенец оплатит свою часть по полному тарифу, а остальные по льготному. К примеру, если в этой квартире зарегистрированы 3 человека, один из которых тунеядец, то его часть за отопление по полному тарифу составит 37 рублей. Разница с льготным тарифом около 30 рублей. Судя по всему, нелегитимная власть действует по принципу «бизнес поддержим новым налогом, безработных повышением тарифами за жилье». 2021 год объявлен самопровозглашенным годом народного единства. В честь этого власти решили потратить 143 400 рублей на создание тематического сайта. Это более 55 тысяч долларов. Информация об этом появилась на портале государственных закупок. Интересно, что 5 месяцев этого года уже прошли, но, видимо, власти этот факт не смущает, и они решили не нарушать традицию и как следует спустить бюджетные деньги на что попало. К примеру, почти столько же составляет годовой бюджет по стране на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство. Ну или за эту сумму можно было бы купить несколько аппаратов ИВЛ, которых во времена бушующей пандемии в стране катастрофически не хватает. Но о пандемии власти вспоминают только тогда, когда нужно запретить проведение протестной акции, а не в случае, когда это касается жизни людей. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!